I'm Patrick Lancaster. Right now we're in the Kursk region of Russia with Russian Special Forces, and we're going to be going deep inside of the operation, the Russian operation that collapsed the Ukrainian defensive and Ukrainian lines here in the Kursk region. We're going to be talking to one of the commanders that was directly responsible for a large part of the operation and that put Russian soldiers through gas tunnels and gas pipes to go past the Ukrainian defensive lines and collapse their lines, which resulted in Russia basically kicking Ukrainian forces out of the Kursk region. We're headed towards Sudzha now. We're going to be going to an underground bunker, command and control center where this commander operates and controls the situation, and he's going to be telling us exactly how it happened, and what will happen, and what's the situation right now. Please like, share, and subscribe. Remember, I'm a totally independent crowdfunded journalist. You can support my work with the link on the screen or in the description. Also, go down in the comments and subscribe to my Substack. We got a lot to come. Можно представиться себя? Командир группы АИДа, спецназа Ахмат. Как я понимаю, вы командир группы, который был занимается это труба внутри Суджи, да? Да, спецназ Ахмат. И можно за людей на США, Европы, которые не понимают равно, что было и как это произошло, можно сказать, что было, что произошло? Бригада ветераны разрабатывала пустую газовую трубу, поток газа, по которой был остановлен 1 января этого года. Разрабатывали ее для завода сводных штурмовых отрядов. У нас было 2 отряда штурмовых. На 15 километров, 700 метров в тыл противника, в сторону Суджи, между промзоной и населенным пунктом хутор Кубаткино. В операции участвовал спецназ Ахмат, группа АИДа, бригада ветераны, 30-й мотострелковый полк, бригада Восток и 11-я бригада. Мы поделились на 2 штурмовых отряда. Первый штурмовой отряд была группа АИДа спецназа Ахмат и 30-й гвардейский мотострелковый полк. Вторая штурмовая группа была бригада ветераны, Восток и 11-я бригада. Наша задача была пройти эту трубу вместе с этим полком. Мы первыми заходили. За нами заходили 2-й сводный штурмовой отряд, ветераны Восток и 11-я бригада. Мы должны были в час X, это 8 марта в 5:30 утра, раскопаться, занять наш отряд, выходит направо, занимает посадки, опорники, населенный пункт Кубаткино, 2 моста, блокпосты, минируют мосты, чтобы к нам не подошли противники. А 2-й штурмовой отряд, это ветераны Восток и 11-я бригада, должны были занять промзону Суджи и там закрепиться. Задача была 2. Первая — это обвалить линию фронта, что противник бегство совершил, обрушился. А вторая задача была — это занять круговую оборону, не подпустить никого к 2-му сводному отряду, к трубе, и в круговой обороне в окружении ждать несколько дней. На 3-й день к нам пробились с левого фланга 155-я бригада морской пехоты, с правого фланга батальоны 30-го полка и батальон Каштана спецназа Ахмат. Мы замкнули фланги и тогда смогли только выйти на ротацию. Поэтому операция прошла успешно. В первые 15 минут нашего штурма в тылу противника он на панике подорвал ЖД-мост, ведущий от Мартыновки к Михайловке, то есть отрезал своим войскам возможность отхода. Начал отступать за Зуевки, начал отступать с Поречного. Все подразделения, задействованные в Курском направлении, пошли в атаку. И мы линию фронта обвалили, и за пару дней Суджа была взята. Потому что Суджа была сильной фортецей, они бетонировали ее, создавали линию обороны, сильно минировали. Но все это оказалось без толку, все это было взято. Можно сказать, как обстановка Курск сейчас? Общие с украинские войска и русские войска. Что ситуация сейчас? Суджа освобождена, идут бои на окраинах, на границе. То есть противник находится в окружении в полном, пытается как-то сбежать. Есть небольшие локальные очаги сопротивления, они подавляются, уничтожаются. Кто хочет сдаться в плен, тот выходит. Кто не хочет сдаваться в плен, того мы уничтожаем. Несколько сотен человек уже сдались в плен. Остальные
планомерно уничтожаются, выдавливаются, мы выйти не даем. Вы видите иностранцы солдат, наемник или кто? Были и поляки, и грузины, и англичане, и американцы, здесь все были, и немцы. И они уезжают уже или... Ну, в основном мы их уничтожаем. Кто пытается уезжать, уезжает. Но мы не даем никому выходить сейчас. И когда украинский солдат не будет Курск еще раз? Я думаю, это вопрос до 1 недели, пока мы зачистим всех, потому что они пытаются убегать по гражданке, одеваются под местных, под мирных. Они пытаются уезжать на гражданских машинах, они пытаются в пешем порядке выходить посадками, обходными путями. То есть вот эта зачистка, она еще будет длительная. По факту Курский фронт уже обвалился, уже все. Но сейчас надо просто дочистить, проводить фильтрацию, потому что они по гражданке пытаются сваливать. Понял. Спасибо. В данный момент мы смотрим трансляцию боевых действий в Гоголевке, Рубанщине. Противник где-то пытается откатываться, мы его уничтожаем, где-то пытается свалить на технике, мы ее сжигаем. В данный момент горит натовская техника. Поэтому никого не выпускаем, заперли и просто уничтожаем. Не хотели сложить оружие, значит останетесь в Курском Черноземье. Поэтому вполне успешно зачищаем, люди в окружении, никуда они оттуда не денутся уже. И сейчас и именно обстановка на город, вы сказал, Суджи активный бой, да? Суджи уже освобождена, идут на окраине, Суджи бои. Вот это вообще уже ближе к границе, населенные пункты, вот мы их дочищаем. Это граница с Сумой, да? Да, Гоголевка, Рубанщина, это Курская область, недалеко от границы. Вот мы их уже добиваем. В данный момент смежники уничтожили технику. Вот, хорошо горит. Очень много техники брошенной. Что мы только не нашли. И Макс Про, и Бушмастеры, и М113, и Страйкеры. Поэтому большое спасибо блоку НАТО за помощь. Все забрали, все получили. Ахмат сила, Россия мощь. Вместе победим. И вас будут сделать это против украинских? Вас берут Страйкер, Макс Про, будут аниматься обратно за они, да? Ага, понял. Они все бросили, убежали. Мы это все забрали. Прям спасибо большое. All right, so we're showing you the real situation on the ground because you're not going to see it anywhere else in English. We show you what the Western mainstream media won't show you. We explain to you what the situation is. I don't explain it in my opinions or my words. I let the people who live this situation explain it so you have a better understanding of what's really happening on the ground. Regardless what side of the conflict you favor, more information needs to be seen by more people. More perspectives need to be seen. And it's your job to educate yourself. Search for as much information, as many different perspectives as possible, and think outside the box. Don't just be led like sheep by the Western mainstream media. We're going to continue on showing you what's really happening on the ground in Kursk because the Western mainstream media is hiding information from you. I'm going to show it to you. Don't just watch my reports. Watch others' reports on both sides of the line, but you're not going to see this information that I'm showing you anywhere else. Please like, share, subscribe. Go down to the pinned comments. Subscribe to my Substack. Remember, I'm an independent crowdfunded journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. We're out. Let's go get some more information. Make sure you watch all my reports.